Всем привет! Сейчас порисую немножко проект часовни. Вернее, не часовни, а иконостаса. И у меня есть такое непростое сочетание между вот этой арочной формой и вот этой вот формой в таком характерном кижовском ключе. Попробую отработать сначала идею с колоннами, со столбами, и найти их пересекающиеся логики. Потому что сейчас пока не очень понятно это все мне. Набрасываю идею для, может быть, принести сюда странную структуру с замковым камнем. Насколько это будет странно. Вот этот вот ярус сажаю на высоте примерно около метра. И продолжаю его в эту сторону. Скорее всего, это будет темный оттенок какой-то. Я сразу же подчеркну его вот такими простыми штрихами. И тут же делаю отбивку низа, стремясь, чтобы все это выглядело пропорционально, но не детализируя особо. Вверху будет такой ряд икон. Вот они. Я прохожусь по ним тоже так довольно просто и быстро, подчеркивая некоторые элементы, которые кажутся мне важными. Вот таким образом я обозначаю идею интенсивной тени. Здесь. Также сразу же намечаю линию царских врат. Вот она. Плюс-минус. В целом вся моя ситуация вот таким образом развивается. И делаю более интенсивными теневые области. Вот тут. И на идее двери. Вот эта диаконская дверь. Вот это царские врата. Основные в храме. Вот они. И подчеркиваю колонны. Все становится интенсивно симпатичным. Накидываю большие формы, которые могут здесь работать. Вот эти. Сначала на низ. Там пока не знаю, что будет. Наверное, какой-то орнамент. И вот этот фрагмент. А вот сюда, естественно, приходит икона. По размеру тоже можно будет понять. Сюда тоже приходит икона. Окей. Фиксирую углы. Сами иконы, конечно, рисовать не буду. Это зависит от священника, который выберет, какую здесь историю развивать. Прорисую еще один фрагмент диаконских дверей. Вот он. Я его уже начал рисовать. И двинулся немножко сюда. Окей. Ситуация вроде ничего. Складывается в целом. Окей. Снова приношу интенсивные тени с помощью моего второго линера. Он делает хорошие жирные пятна. И получается на детализацию сильный ритм. Сделаю ощущение от детализации более интенсивным. И подчеркну направление плоскостей. Вот таким образом. То же самое для второй диаконской двери. Вот таким образом пройдусь.
и для царских врат. Вот это более интенсивная история. Здесь тоже все хорошо работает. И в виде сверху вы можете посмотреть, как развивается вот эта структура. Намечаю базы для колонн и стараюсь двигаться по моему эскизу равномерно. Теперь перехожу к верхнему ряду икон и подчеркиваю то, каким образом они строятся у меня на моем скетче. Вырисовывается простая и достаточно геометричная история, которая сочетается между собой. Я ищу эти моменты гармонии. Если нахожу, то стараюсь цепляться за них и набирать их, набирать и масштабировать. Вот здесь приходит отбивка нижнего яруса и, соответственно, еще одна икона. Вот она. Снова прохожусь интенсивным линером и подчеркиваю тенюшки. Теперь они внутренние. То же самое для всех фрагментов икон. Вот эта история. Вот она. Симпатичная какая. Теперь, думаю, сделаю немножко штриховки для нижнего яруса. Вот просто вот так отобью вниз по всей плоскости моего скетча. И, соответственно, вот здесь тоже. А там, где висят иконы, сделаю горизонтальную штриховку, чтобы было видно, что это фрагменты одной структуры. Вот они. То же самое сделаю с верхним рядом икон. Показываю общее направление плоскости. И показываю, что эта плоскость, она разная по отношению вот к этим перемычкам. Вот она. Вот она. Вот она. И это работает неплохо. Начинаю чуть детализировать низ. Выводить его и единую структуру, и фрагменты. Очень вкусно выглядит это все в деталях в моей голове. Как бы только перенести это все на сам эскиз. Ряды икон будут подниматься вверх на еще 2 яруса. Это примерно самоштабно будет вот так. Сейчас покажу в виде сверху такой фрагмент и вот такой. Вот примерно до сюда будет подниматься иконостас. Я не буду забивать вот этот вот рисунок, потому что я все-таки хочу, чтобы тот скетч тоже остался. Чуть-чуть прикину рисунок царских врат, может быть. История с резьбой, но пока еще не знаю. У двери будет отбивка тоже примерно такая же. Условное разделение на фрагменты, чтобы и дверь поддерживала общую историю ритмики и масс всего иконостаса.
Я, может быть, усложню рисунок тем, что принесу туда накладную резьбу, которая будет концентрировать внимание именно на царских вратах, как основном элементе иконостаса, за которым совершается литургия. Но прорисовывать резьбу, скорее всего, я буду отдельно. Вот такая фрагментная история. Подчеркну эти плоскости. И буду так понемножку двигаться к завершению этого скетча, чуть-чуть проходясь по деталям. Для меня основное то, что в этом скетче я нашел общую ритмику. Сочетание между арочной дверью и структурой вот этих дверных проемов, которые диаконские. Подчеркиваю фрагменты, которые я считаю необходимыми, на которых мне нужно сконцентрировать внимание зрителя. И делаю основную детализацию, которая создает мне всю экспрессию. Очень внимательно отношусь к тому, что происходит на полу, потому что пол дает мне ощущение тяжести и материальности. И поэтому я приношу туда более интенсивные тени. И вообще с тенями такая история, что к ним лучше относиться внимательно. Прям. Они очень-очень-очень много добавляют вашему скетчу. Необходимо научиться работать с ними. Во многом я уже, в принципе, доволен этим наброском. Вот он получается такой, примерно как я и хотел, как я и видел, немножко за деталью арку. Вот это моя история. Она развивается вот так. И повторю такое штрихование, которое выглядит отлично и делается очень быстро. Вот и все. Нужно будет откорректировать размер колонны под увеличение вот этой арочной структуры. Но я еще над этим подумаю. Также я могу прийти в историю интенсивности колонны, увеличивая ее декоративность. Сейчас попробую, как это будет смотреться, и решу, подходит ли мне это. Возможно, подходит, возможно, не подходит. Нужно об этом подумать еще отдельно. Я думаю, мне нужны более интенсивные рамы для иконостаса на нижнем ярусе. А на верхнем ярусе тогда они будут менее интенсивные и более легкий воздушный эффект. Прохожусь по всем фрагментам моего наброска. И делаю подпись. Это концепция иконостаса для храма Кабралова. Сам скетч в целом выглядит вот таким образом. И, в принципе, я доволен тем, что у меня получилось. Вот так он выглядит на листе. А вот так выглядит в целом графика, которую я рисую. Это симпатично и стильно. Моя тема — ландшафтная архитектура и архитектура, проектирование. Меня зовут Кичигин Эдуард. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И если вам интересно научиться рисовать такую графику, то смотрите в описании к видео. И в комментариях много ссылок на плейлисты. Смотрите, практикуйте.
осваивается. Не знаю, как удобно показывать себя. Ну вот он я. Всем чао-чао. Приятно было поскетчить. Работаю я вот такими линерами Winsor Newton и на скетчбуке National Gallery. Всем хорошей практики.